Ребята, всем привет! В этом выпуске я подготовил для вас пятерку лучших компаний для трудоустройства в России. Ну и для сравнения отобрал также пятерку компаний в Америке, чтобы вы посмотрели, может быть, вы хотите уехать куда-то за границу и зарабатывать денежку там. Если вы на данный момент сомневаетесь в своих силах, у вас нет за плечами опыта какого-то, то я советую вам также посмотреть мое видео топ-5 сайтов для заработка в онлайне. Ссылочку прикрепляю в описании к данному видео, смотрите, может будет полезно. Давайте с вами будем откровенны, что выбирая работу где-то, неважно, нравится она нам или не нравится, прежде всего мы будем смотреть на заработную плату. Потом мы будем смотреть на соцпакет, на условия, в которых нам придется работать. Мы пойдем на собеседование, пособеседуемся, посмотрим вообще на атмосферку и придем домой и таки подумаем, стоит ли нам вообще туда трудоустраиваться или нет. Что делать вообще молодым людям, которые закончили университет, у них нет никакого опыта, они ни в каких компаниях не работали, но куда-то нужно идти. Допустим, вы человек толковый, допустим, вы хорошо отучились, допустим, вы понимаете, что ваши знания не маленькие. Вы там побеждали на различных олимпиадах. Что вам делать? В интернете несложно найти различные рейтинги. Рейтинги со статистиками, со всякими отзывами по компаниям. В России у нас есть рейтинг, один из самых, наверное, популярных, рейтинг небезызвестного Forbes. Можете посмотреть топ-50 российских компаний. И, конечно, сразу же вам открою завесу тайны, чтобы вы далеко не думали и не уходили. Естественно, в этом рейтинге будут фигурировать ряд компаний, которые у всех на слуху. В Америке же один из таких рейтингов называется Glassdoor. И у Glassdoor есть рейтинг 100 лучших компаний для трудоустройства в США. Я вам назову пятерку лучших, великолепную пятерку. Итак, первый в нашем списке Яндекс. Если вы метите в эту компанию, то вам нужно знать как минимум, кем он был основан. А создан он был в 90-х годах Аркадием Воложем и Ильем Сигаловичем. Если вы до сих пор думаете, что Яндекс это исключительно поисковик, то, ребята, срочно садимся за компьютеры и начинаем серчить. Сейчас в Яндекс входят также такие сервисы, как такси, доставка продуктов, каршеринг, Яндекс.Маркет и можно продолжать. Более того, Яндекс начал заниматься разработкой беспилотных автомобилей и устройств для так называемого умного дома. Были разработаны и машины-роботы для доставки еды. Сотрудники Яндекса с легкостью могут зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. А штаб-квартира этой компании находится в деловом квартале Красная Роза, и он ничуть не уступает по сервису для сотрудников своему американскому брату Google. Здесь есть все бытовые услуги, начиная от химчистки и заканчивая душевыми. Чем еще крут Яндекс, то что он постоянно создает новые вакансии. Следующая компания в нашем списке – Алроса, крупнейший производитель алмазов Якутии, основные активы которой расположены в республике Саха. Интересно, что в 2019 году компания выделила 3% своей выручки, а это более 7 миллиардов рублей, на благотворительность. Средняя зарплата работника компании составляет 124 тысячи рублей. Алроса примечательна для сотрудников своими корпоративными социальными программами. Многие из вас могут спросить, а что это вообще такое? Если коротко, то это программы для мотивации сотрудников. Для них компания организует оздоровление и отдых работников и детей. Программы здоровья, программы культуры и спорта, программы по обеспечению сотрудников жильем. Так, например, в прошлом году компания компенсировала 500 своим сотрудникам процент по ипотечному кредитованию. Под номером 3 Тинькофф Банк. Несмотря на довольно сложный период для самого Олега Тинькова, банк в прошлом году сумел увеличить свою прибыль, а акции компании постоянно растут. Сейчас в Тинькофф Банке работает около 13 тысяч сотрудников. И как и Яндекс, он примечателен многим тем, что здесь есть как и достаточно простые вакансии, так и вакансии, требующие больших знаний и опыта. Сюда можно устроиться аналитиком, системным инженером, разработчиком, бизнес-аналитиком, юристом, дизайнером. И, конечно, как и в любой другой крупной компании, здесь есть большие перспективы роста.
Под номером 4 в нашем списке Касперский. Все мы знаем эту компанию как разработчика антивируса и других систем безопасности в сети. Основал лабораторию Евгений Касперский, и сейчас он занимает 139-ю строчку среди богатейших бизнесменов нашей страны. Компания примечательна тем, что она международная, имеет офисы в разных странах. Рынок компании сосредоточен в Европе, Северной Америке, в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, Азии и Южной Америки. В 2015 году компания пережила падение выручки, но уже через год, в 2016, она быстро вернулась к прибыли и восстановила свои позиции. Компания имеет очень крутые современные офисы и отличные условия для работы. Под номером 5 Газпромбанк. Это третий по размеру активов банк, год назад который занимал первое место в рейтинге по размеру средней зарплаты. Но сейчас его обходят компании Procter & Gamble и Тинькофф. За один только год банк создал более 3000 новых рабочих мест. По данным РИА Рейтинг, средняя зарплата сотрудников Газпромбанка составляет около 200 тысяч рублей. Чем еще примечателен Газпромбанк, так это тем, что он вкладывает в собственную инфраструктуру. В прошлом году они потратили 500 миллиардов рублей. У Газпромбанка много крутых офисов и отличные условия для работы. А теперь давайте разберем пятерку компаний в Америке. Bain & Company – одна из лучших компаний в мире для сотрудничества и которая предоставляет большие возможности студентам, имеющим степень бакалавра, степень MBA или докторскую, а также квалифицированным специалистам. Сотрудники растут в Bain независимо от того, каковы их планы на будущее. Что это значит? Команды компании, посвященные карьере, Bain Career Advisory и Bain Executive Network обеспечивают помощь и поддержку на всех этапах, в то время как их сотрудник планирует свое будущее. Даже 2-3 года могут предоставить невероятные возможности, как в Bain, так и в других местах. Сотрудник может стать партнером, начать свой бизнес, присоединиться к частной инвестиционной компании или добиться значительного социального воздействия в некоммерческой компании. Если вы раньше не слышали ничего подобного о таких компаниях, пишите об этом в комментариях, и мы сделаем очередную подборку. Номер 2. И одна, наверное, из самых успешных компаний настоящего времени – Zoom. Сейчас Zoom ищет таланты по всему миру в разных отраслях. Компания получила свою значимость благодаря пандемии. Ее владельцам и сотрудникам уж точно не приходится жаловаться. В настоящее время Zoom стал доминировать на рынке. И это уже не просто видеозвонки, а вебинары, онлайн-курсы, а также простые встречи с друзьями, коллегами. Все используют Zoom, чтобы быть ближе к другим людям без риска заражения. У компании был такой рост, что им одномоментно пришлось нанять 2000 новых сотрудников на разные должности. Уже второй год подряд Zoom является лучшей компанией в мире с самыми счастливыми сотрудниками. Также, если вы уходите из Zoom или вас увольняют, будьте уверены, что вас ждут отличные компенсации. По уровню компенсации Zoom стал номером 4 после Google, Facebook и Microsoft. Далеко не последних компаний в мире, не так ли? Ну и пару слов о рейтингах. Так называемые рейтинги счастья также учитывают отношение работников к своему работодателю в целом. Например, гордится ли он своей компанией, какова вероятность того, что они порекомендуют свою компанию другу. Ну и компании с высокими рейтингами, как правило, работают в сфере технологий, деловых услуг и страхования, которые хорошо адаптировались к потребностям социального дистанцирования и не сталкивались с серьезными увольнениями. Номер 3. Всеми любимый Apple. Американская компания, основанная Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном в апреле 1976 года. Компания стала одним из первых производителей персональных вычислительных устройств с географическим пользовательским интерфейсом. Ну и, конечно, компания Apple производит не только iPhone. Apple разрабатывает различную потребительскую электронику. Например, мобильные устройства связи, цифровые музыкальные плееры, ноутбуки, ну и много всего другого. Но среднемесячная зарплата сотрудников Apple около $5000. Номер 4. Google. Американская онлайн-сервисная компания со штаб-квартирой в Mountain View, штат Калифорния. Основана она была в 1998 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Компания особенно хорошо известна как поисковая система. Примечательно, что сейчас Google – это дочерняя компания холдинга Alphabet.
И компания интересна тем, что она является международной. Она имеет 70 офисов в 40 странах мира, включая США, Европу, Канаду, Латинскую Америку, Ближний Восток, Азию и Африку. Поэтому, если вы уверены в своих силах, выбирайте любой понравившийся ее офис и отправляйте туда свое резюме. Ну и, наконец, номер 5. Microsoft Corporation. Американская компания в области вычислительной техники и электроники, основанная в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Ее штаб-квартира находится в Редмонде, США, но владеет отдельными офисами и центрами по всему миру. Группа насчитывает более 144 тысяч сотрудников по всему миру. Ну а средняя месячная зарплата сотрудника составляет $14 тысяч. Но если вы до сих пор считали, что для того, чтобы устроиться в Microsoft, нужно ехать в Америку, то вы ошибались. Посмотрите только, чего стоит офис компании в Москве.